Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе Big Star. Эта группа из Мемфиса отметилась поистине уникальным достижением в истории рок-музыки. При полном отсутствии коммерческого успеха 3 ее студийника вошли в список 500 лучших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone, а сам коллектив музыкальная пресса называет важнейшей вехой в становлении альтернативного рока. И альтернативность музыки заключалась в том, что они звучали не как рок-группа, но несли именно психоделическую энергетику звезд 60-х, таких как Doors, Byrds или Grateful Dead. Позже все это назовут общим термином Power Pop. Группа явно появилась не в том месте и не в то время. Дружеская компания англофилов записывала в Мемфисе светлые мелодичные песни в духе британского рока 60-х, резко контрастируя с тяжелыми и мрачными рок-группами начала 70-х годов. И из-за жалких продаж своих пластинок и неэффективного маркетинга ушла в небытие. Лишь позже целое поколение музыкантов по достоинству оценит их превосходные пластинки. Один из идейных вдохновителей коллектива, Алекс Чилтон, впоследствии относился к нему скептически. Люди говорят, Big Star записали один из лучших рок-н-ролльных альбомов в истории, а я говорю, что они неправы. Его можно понять. Лично ему группа принесла ссоры с друзьями, пьянство, наркотики и депрессию из-за несбывшихся надежд. Алекс родился в Мемфисе в 50-м году и рос в музыкальной семье. Его отец играл на саксофоне в джазовом оркестре, старший брат увлекался соулом, а по радио все время играла музыка кантри. Британское вторжение и явление Битлз полностью перевернули его мировоззрение. Алекс купил гитару и начал ее осваивать. Он часто говорил, что если бы он родился в правильной стране и в правильную эпоху, то возглавлял бы группу вроде The Who или The Kings. Первый шанс прославиться выпал Алексу Чилтону в 1967 году с группой The Box Tops. Его хриплый и не по годам зрелый вокал украсил их знаменитый хит. Но 16-летний вокалист быстро не взлюбил гнетущий студийный режим. «Я просто удалился от всех. Я решил подождать, пока мне исполнится 18, чтобы никто больше не мог говорить мне, что делать». Вернувшись в Мемфис, Алекс начал искать своего школьного товарища Криса Белла, такого же фаната Битлз, который играл в местной группе с барабанщиком Джоди Стефенсом и басистом Энди Хаммелом. Чилтон планировал образовать с Беллом фолк-дуэт по образцу Саймона и Гарфанкеля, но тот в ответ предложил ему самому присоединиться к его группе и записать что-нибудь в студии Джона Фрая «Ардент». Крис Белл как раз работал в этой студии над своей музыкой, а заодно служил там и звукооператором. Лейбл Ardent был подразделением Stax Records, который специализировался на стиле соул и давно уже работал над попыткой выйти на рынок белой рок-музыки. Так что новая рок-группа как раз была кстати. И как-то раз в перерыве между записями весь квартет вышел на улицу, чтобы перекусить. С другой стороны улицы им на глаза попался продуктовый магазин с большой звездой на логотипе. Именно в этот момент ребята решили назваться «Большая звезда». Работа над дебютным альбомом была сплошным удовольствием. Энди Хаммел вспоминал, Крис был подвижным, творческим парнем. Алекс тоже извергал мелодии и идеи.
Расслабленная атмосфера в студии очень подходила для создания музыки. Никто не пытался заставить тебя делать то, что ты не хочешь, что очень поощряло Алекса. В то время он был очень оптимистичным. Кроме того, и по ночам музыканты получали студийное пространство в свое распоряжение и в волю экспериментировали. Белл и Чилтон писали песни вдвоем, как Джон Леннон и Пол Маккартни, дополняя друг друга. И первый альбом, вышедший в апреле 1972-го, наполовину в шутку, наполовину всерьез, был назван «Запись номер 1» с намеком на первое место хит-парада. Ведь музыкальная пресса моментально взвыла в восторге, ознакомившись с работой. Билборд даже заявил, что любая песня с альбома может быть успешным синглом, но судьба у пластинки была совершенно иная. Независимый дистрибьютор Stax Records, с которым у группы был контракт, оказался банально не способен поставить тираж альбома на полки магазинов. В итоге запись номер 1 ожидала полная фиаско. При этом восторженные отзывы оказали на группу дестабилизирующее воздействие. Это вызвало разочарование и разлад у участников группы. Хаммел однажды даже ударил Белла по лицу, за что тот разбил новенькую бас-гитару Хаммела об стену. Басист отомстил позже, нашел акустическую гитару в машине Белла и истыкал ее отверткой. В это же время Белл не на шутку слихнулся с Чилтоном о будущем группы. В итоге спор закончился уходом Криса Белла. После ухода Белл боролся с депрессией с помощью алкоголя и наркотиков всю оставшуюся жизнь. Крис, конечно, попытался сконцентрироваться на сольной работе, и хотя он выпустил сингл в 1978 году, ни один из его сольных полноформатных материалов не будет выпущен при его жизни. Ну, а Чилтон, Хаммел и Стефанс втроем начали работу над вторым альбомом. В то время Белл временно вернулся, но в порыве досады он однажды ночью пробрался в студию, стер многодорожечные мастер-ленты и разбил машину руководителя студии Джона Фрая. Затем вернулся домой и попытался покончить с собой. Он выжил, но теперь ушел из группы окончательно и бесповоротно. Незадолго до выхода второго альбома ушел и Энди Хаммел, который предпочел рок-н-роллу стабильную учебу в колледже. И при всех достоинствах второй пластинки ее постигла судьба первой. Критики не скупились на похвалу, но в музыкальных магазинах она толком не появилась. Снова не было никакой рекламы. В результате распроданный тираж составил всего 20 тысяч копий, что по меркам музыкального рынка США просто ничто. В сентябре 1974 года двое оставшихся участников группы вернулись в студию Ardent для работы над третьим альбомом. Сессии при содействии мемфисских студийных музыкантов превратились в альбом, наполненный эмоционально мрачными и холодными песнями. Алекса Чилтона теперь интересовал апокалипсический кантри-сюрреализм. Однако печальный отпечаток на психологическое состояние музыкантов наложила конъюнктура времени. Как вспоминал в одном из интервью барабанщик группы Джоди Стивенс, наши концерты проходили в пустых залах. Тогда всех интересовал только тяжелый рок. Несмотря на это, Джон Фрай попытался было заинтересовать этой музыкой нью-йоркских и калифорнийских издателей, но везде получил отказ. Мы приходили и ставили запись, а те парни слушали и смотрели на нас как на сумасшедших.
А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. В итоге в конце 1974 года, до того как третий альбом получил свое название, группа развалилась. Лишь к концу десятилетия, когда нью-вейвовые коллективы обрели коммерческую мощь, в Британии обратили внимание на Big Star. В это время Алекс Чилтон, который вроде как бросил наркотики, теперь боролся с алкогольной зависимостью. Жил в Новом Орлеане и работал посудомойщиком в ресторане. Энди Хаммелл вернулся в университет, защитил диссертацию в технологическом институте Мемфиса и устроился в аэрокосмическое отделение компании Lockheed Martin. А Стивенс изучал маркетинг и в конечном итоге стал директором проектов Warden Productions, дав старт карьере Джона Кильцера и Эрика Гейлса. Крис Белл так и не дожил до всплеска интереса к его бывшей группе. Он умер 27 декабря 1978 года, когда он потерял контроль над своим автомобилем. Примерно после часу ночи он ехал домой с репетицией группы. Автомобиль врезался в деревянный фонарный столб на обочине дороги. Столб упал и мгновенно убил его. Ему было 27 лет. Его похороны состоялись на следующий день, 28 декабря. В день рождения бывшего коллеги по группе Алекса Чилтона. Первые два альбома были переизданы в Англии в виде двойного альбома в 1978 году, и с этого началось медленное возрождение. Рок-музыканты один за другим начали признаваться в том, насколько на них глубоко повлияли Big Star. И на этой волне третья пластинка наконец-то увидела свет, попутно получив и свое название. Однако и теперь альбом по знакомой схеме продавался скромными тиражами. Но с тех пор он вообще был признан шедевром и включен в различные списки всех времен, включая первое место в списке «Величайшие альбомы разбитых сердец всех времен» по решению NME. Бесчисленное количество рок-групп по обеим сторонам Атлантики начали творить под впечатлением от 3 альбомов группы. Нечто подобное случилось и с Velvet Underground, про которых я уже рассказывал. Они тоже не пользовались коммерческим успехом, но оставили наследие колоссальной важности, на которое опирались сотни, а может быть и тысячи музыкантов. Правда, если Velvet Underground звучали мрачно и угрожающе, то Big Star записывали во всех отношениях приятные и, казалось бы, совершенно коммерческие песни. Но, как мы уже все поняли, успех не привел ни к Риньону в золотом составе, ни к выпуску новых пластинок. Уже в 90-е Чилтон и Стивенс возродили коллектив и даже планировали вновь заняться студийной работой. Но проклятие лейблов вновь их настигло. Все проекты пришлось отложить на несколько лет. Заключительная 4-я пластинка увидела свет только в 2005 году. И альбом достойно подвел черту под творчеством этого вечно невезучего коллектива. Несмотря на то, что Алекс Чилтон согласился участвовать в новой версии Big Star, он не любил разговоры о прошлом группы.
С 93 года он дал всего 3 интервью, всякий раз отказываясь обсуждать Big Star. Если же все-таки он заговаривал о своей группе, то нехотя. Ну, Big Star были чем-то вроде элементарной гитарной группы. Мы проводили много времени, записывая наши альбомы, делали это аккуратно и пытались добиться разных звуков из наших гитар. Что-то в этом духе. В Big Star я все еще учился писать песни. Я все еще считаю себя плохим автором. Некоторые песни хороши, но многие просто хлам. Чилтон не понимал или делал просто вид, что не понимал, из-за чего весь шум. Я постоянно удивляюсь, почему люди до такой степени влюбляются в нашу группу. Алекс Чилтон дал свое последнее выступление в Гайд-парке 1 июля 2009 года. Он умер в марте 10 от сердечной недостаточности. Чуть позже скончался и Энди Хаммелл, а Джоди Стивенс по-прежнему живет и работает в Мемфисе. Thank you so much to Lynn Sheridan and Scott Golden and all the. It's great for me to play with a couple of heroes.